Приветствую вас, путешественники! В этом видео я расскажу вам о двух самых лучших городах Вьетнама – Дананг и Хойян. Эти города расположены совсем рядом, поэтому я объединил их в один ролик, чтобы поделиться с вами их интересными местами и удивительными локациями в окрестностях. Дананг, который часто называют вьетнамским Майами, это современный город с широкими проспектами и высокими зданиями. Здесь можно наслаждаться жизнью, прогуливаться по набережной реки, заниматься спортом на побережье океана и отдыхать в окружении живописных зеленых гор. Город Хойян, напротив, является историческим и культурным центром, известным как Вьетнамская Венеция. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменит своей самобытной архитектурой и уникальной атмосферой, которую создают ночью сотни лодок, украшенных цветными фонариками. Таким образом, на мой взгляд, это лучшее место для жизни не только во Вьетнаме, но и во всей Юго-Восточной Азии. Я нахожусь в очень уникальном и интересном городе Вьетнама под названием Хойян или Хоан. Интересен он в первую очередь своей уникальной архитектурой, которая внесена в список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Город очень интересный, его много хвалят, но у меня какого-то дикого восторга или поросячьего визга он не вызвал. Да, домики красивые, но я не скажу, что это какой-то огромный уникальный город. По большому счету город состоит из двух улиц, где вот эти все старые постройки домов обустроили, облагородили и устроили из них торговые аттракционы, где продают кожу, сувениры, фарфор и всякие ремеслящие товары. Посреди города находится большая река. Вообще город — это устье реки, и состоит он из множества островов. На одном из этих островов я, в принципе, снял себе отель. Было прохладно ночью и практически не было комаров, что очень удивительно. И главное представление города начинается ночью, когда все эти лодочки зажигают специальные фонари, и весь город освещается сумасшедше красивыми красками. Также в городе очень интересные есть места, это общественные палаты иммигрантов. Дело в том, что Хоан – город торговый, и в свои времена расцвета тут много было китайских, японских, арабских, индийских торговцев. Они платили определенную пошлину этому городу и вели торговлю. Соответственно, в те времена не было двигателей внутреннего сгорания, и корабли ходили на парусах. И приходилось так, что японцы, китайцы, дожидаясь новых ветров, муссонов, проживали здесь по 3-4 месяца. Естественно, за это время они понаходили себе каких-то жен и построили себе свои дома. Со временем город стал захлебываться, устье реки становилось сильно маленькой для прохождения такого количества торговых судов, и торговля переместилась в другой город – Дананг. Пообедал я на рынке, съел свинью, сало не ел, в принципе мяса мне хватило, я наелся полностью, стоило это всего 70 тысяч. Я специально здесь ел, чтобы ощутить атмосферу этого рынка. Я сейчас нахожусь в Хой Куан Фу Киен, или Фудзянская общественная палата. Одна из самых красочных и красивых общественных палат города Хойян. И здесь собирались и обсуждали разные вопросы жителей китайской провинции Фудзянь. Я сейчас нахожусь в купеческом доме Танки. Этот дом – прекрасный образец вьетнамской архитектуры того времени. И мне больше всего здесь нравится это люстры. А это Кантонская общественная палата, созданная китайцами-иммигрантами из провинции Гуандун. Является культурным, религиозным и общественным центром иммигрантов. Очень красивая, мне особенно понравилась резьба по дереву.
Ради меня одна из самых главных достопримечательностей и визитных карточек города Хуан – мост Чоакао или японский мост-храм. Это уникальный мост, который построили японские торговцы и мигранты в 17 веке. Но сейчас мост на реконструкции, поэтому я могу наслаждаться только его фотографиями и будущими рендерами этой красоты. Присутствует несколько узких улочек, таких как в Европе, в частности в той же Венеции, да и в Риге полно таких маленьких улочек есть по Европе. По крайней мере, как гарантированная стопроцентная тень от солнца. Очень разумной будет покупка одновременно 5 билетов для посещения купеческо-торговых домов. Это не только дешевле, но и сэкономит ваше время ожидания покупки билетов у каждого дома в отдельности. В некоторые дома и храмы вообще можно заходить бесплатно. Тут даже никакой охраны нет. И я вам скажу, они даже еще интереснее, чем те дома, где я покупал билеты и проверяли их на охране. И атмосфера здесь куда более приятная, потому что я могу посидеть в тени, и тут нет толп туристов с экскурсоводами и прочих where you from, can I help you и так дальше, и так дальше. Итак, друзья, очередной туристический движ. Я плаваю в круглой лодочке вдоль кокосовых плантаций. Мне это что-то напоминает плавание в дельте реки Меконг, только вместо обычных лодочек тут круглые лодочки. Okay, let's go. I can feel this good. I will. Yeah. Let's go. Существует множество точек этого аттракциона. Некоторые из них стоят 300 тысяч, некоторые стоят 400 тысяч, и это занимает по времени минут 40-час. И во время этого путешествия вам еще устраивают клоунаду, как рыбак закидывает сеть рыбу, взять, раскачивают на этой лодочке и так далее. Я же подъехал на непопулярное место, он называется Local. В принципе, находится рядом там, где и все, но я договорился за 20 минут, за 100 тысяч, просто попробовать это плавсредство. Как вы видите, заказов у них немного. И по большому счету это такая туристический аттракцион. Вот эта раскрутка на лодке не очень-то интересная тема. Ну, как для экспириенса, как с детьми покататься, в принципе, оно того стоит. Так, сейчас мне покажут, я долго задавался вопросом, как эти штуки едят. Вот сейчас девушка отрубила. Okay. Yes. And this I can eat? Yes. How to eat this? Right inside. Yes. Ну что, я попробую эту штуку. Привет, дружище. Пробуем кокос. Это реально кокос, как кокосовая стружка. Блин, настоящий кокос, но он такой какой-то с цветочным ароматом. Не такой, как с пальм, когда выпиваешь и потом ешь. Он... Привкус у него другой немножко. Вот такой кусочек большой. Он твердый. Тверже, чем морковка. Но прикольный. Мне нравится. Итак, друзья, я нахожусь на самом популярном и самом длинном пляже города Хаан. Это Анбан-Бич. Пляж идет вдоль всего побережья длиной очень большой линии, и потом он переименовывается в другие пляжи. Все их перечислять я не вижу смысла, просто они все похожи на этот пляж. Одна часть пляжа очень туристизирована и обустроена, бары, рестораны, лежаки, музыка и тому прочее. Вторая часть, куда я пришел, побыть наедине с природой, послушать шум моря, поговорить с самим собой, встретить закат, но сегодня пасмурно, заката не будет. Она не туристическая часть. Но, в принципе, от этого она, наоборот, более прекрасна. А самое главное, что в туристической части, что в нетуристической, мусора практически нету. Что для вьетнамского пляжа, ну, как бы так, знаете, редкость.
По прозрачности воды я не скажу, что это самый лазурный и прозрачный в мире пляж. Нет, пляж довольно мутный. Волны относительно не сильные, просто сегодня такая пасмурная погода и ветер, поэтому они взбудоражились волны. По большому счету здесь отдыхающих очень много, дети плавают, но тут нет какой-то вот тропической экзотики. То есть пляж и потом идет какое-то поле. Да, там где туристическая зона, там пальм как-то насадили, но это пальмы больше история искусственная, чем настоящая. Хотя, если посмотреть в другую сторону, то я вижу там зеленую полосу очень-очень-очень вдаль. Сейчас на дроне полетаю, посмотрю. Если же вы хотите какие-то лазурные пляжи тропические, то тут существуют, напротив, острова, называются Тямские острова или Чамские острова, острова цивилизации Чампа. Вот там как раз лазурная вода, нетронутые пляжи, туда есть много дайвинг, снорклинг, фридайвинг туров. Поэтому, если вас интересует больше подводная тема, это на острова. И вдалеке виднеются небоскребы одного из больших городов Вьетнама, Дананг. И они очень красиво сочетаются, эти небоскребы, с островными горами. Получается как такое, типа панорама Рио-де-Жанейро. Очень красиво, очень приятно. Пляж практически свободный. Паркинг стоит копейки, что-то 4000 или 2000, ни о чем. В принципе, сюда можно поехать, главное не в пик жары. Вся магия и уникальность города Хоан проявляется ночью, когда тысячи лодочек зажигаются цветными фонариками. Это очень романтическая атмосфера, и можно прогуливаться как на индивидуальной лодке, так и на большой лодочке общественного типа. Как по мне, это самое уникальное в городе Хайян, потому что красивую архитектуру древнюю я видел во многих городах, не только европейских, но и азиатских. Но вот такое светопредставление с тысячами лодок – это нечто особенное, нечто, что сразу ассоциируется у тебя при упоминании названия этого города. Лично я, походив по этому городу, получил массу приятных удовольствий, несмотря на то, что он сугубо туристически ориентированный. То есть Вьетнама тут практически нет. Единственное, где можно увидеть Вьетнам, это на рынке. Рынок, конечно, колоритный. Первая часть рынка – это традиционная вьетнамская еда, суп фо, всякая свинина, интересные вьетнамские блюда. Вторая часть рынка – это туристические сувениры и всякое себе барахлецо. Потом идет овощной, фруктовый рынок. В принципе, концепция города мне очень нравится. Не скажу, что я бы здесь хотел пожить, но как экскурсия одного дня, в принципе, он довольно интересен. Постепенно город стал угасать, вся торговля сместилась в другой город, Дананг. Но это и хорошо, что она туда сместилась, потому что благодаря этому город и сохранил свою уникальность своей архитектуры, потому что все торговцы, купцы сместились туда, и здесь жизнь остановилась. Она замерла на многие года. И потом городу туристы сделали второе дыхание, вторую жизнь, и он стал вот таким туристическим аттракционом. Его еще часто называют вьетнамской Венецией, но Венецией тут, если честно, и не пахнет. Потому что Венеция – это каналы, мосты, тут мостов на город может там, не знаю, до 50 соберется. Да какой до 50? До 30 мостов соберется, да и все. В целом город очень отличается от всех вьетнамских городов. Во Вьетнаме я пока что похожего не видел. Он действительно уникальный, и он показывает интересную смесь культур японской, китайской, кантонской и других наций. Я сейчас нахожусь в комплексе индуистских храмов под названием Мишон. Находятся они 50 километров от Хайяна и являются архитектурной памяткой цивилизации Чампа. Что такое государство Чампа? Это княжество, которое занимало среднюю часть Вьетнама, и они кардинально отличались от тех вьетнамцев, которые жили на севере. Они разговаривали на языках более похожих на малайский или индонезийский. Это называется австралонезийский язык. Вьеты же говорили на своем языке с разными видами тональностей.
тямы или чамы, население, которое жило в этих городах, исповедовало в основном индуизм. У них даже было кастовое разделение общества. И жили они, естественно, воевали то с хмерами из Камбоджи, то с вьетами, вьетнамцами. Постепенно вьеты вытеснили чамов из севера на юг, и дошло до того, что этой цивилизации осталось всего 500 тысяч человек. Часть проживает в Камбодже, исповедует ислам с упором на местные традиции, часть в Таиланде исповедует буддизм, и очень маленькая часть живет во Вьетнаме. Они уже перемешались с вьетнамцами, но частично сохраняют свою культуру, свои традиции и вот такие памятники архитектуры. Кстати, очень много я видел индийских флагов, и написано, что реставрацией этих памяток занимается Индия. Ну, естественно, индуизм, индийцы поддерживают свою историю. Вот такая история государства Чампа и населения Чамы. Я видел такие башни и такие руины во многих частях. И возле Нянчанга есть, и возле Муйне есть. Если вы находитесь в Далате, то сюда есть смысл съездить. Если же вы уже видели башни, ну, например, в Нянчанге, то ничего нового, и стоит поехать ради только, ну, как бы выходного дня, ради самой поездки. Сами руины очень большую площадь занимают, но они все вот в таком руинном состоянии. Вход в этот комплекс Мишон стоит 150 тысяч донгов, и от старта проверки билетов вас подвозят сюда на электробусике. Комплекс находится окружен такими живописными горами с пышными лесами. Поэтому помимо исторической архитектурной ценности, тут еще можно просто приехать и хорошенько релакснуть, отдохнуть. Поднимаюсь на кейбл-каре, развлекательный комплекс Бана Хиллз. Находится этот туристический комплекс на горе в районе Дананга, 50 километров от города, является точкой притяжения туристов, а также тут самый большой кейбл-кар во всем Вьетнаме. Ну, не знаю, как он по длине большой, мы, конечно, едем долго, но тут их несколько. Может быть, 5 параллельно стоят. Так что, если их все вместе сложить, то да, он, наверное, будет очень длинным. И вот, друзья, я на мосту, который держит две руки. Чувства смешанные. С одной стороны, крутая идея, очень большая и мощная рука и красивый антураж. Также красивый, великолепный вид на живописные пейзажи гор. Но с другой стороны, вот этот весь туристический движ людей, ну, на мосту не протолкнуться, свободного места нет. Поэтому, может, к концу дня я здесь как-то постараюсь пофоткаться. Хотя, может быть, таких умных, как я, и много. Поэтому будьте готовы, что инста-фоточек здесь суперовых не выйдет. Итак, друзья, я немного погулял по этому тематическому парку. Мне очень понравилось. Тут все построено в стиле древней Франции. И в отличие от других парков, таких как Фукуоки, здесь все живое. То есть Фукуока, Венеция, она какая-то полумертвая. Тут народу очень много, и действительно себя ощущаешь в средневековом городе. А также хорошо вписаны всякие кафешки, бары, рестораны, естественно, с французскими ценами. Но мне очень понравилось. Фонтаны, сады. И парк еще немного недостроен. Горки пока что не работают, так что надеюсь, его когда-нибудь достроят, и это вообще будет хорошая туристическая мекка. Ну и про свои традиции вьетнамцы не забыли. Вот на самой высшей точке этого города находится красивая храм-пагода, а уже вниз идет французский город. И что интересно, кейбл-кар здесь начинается от
Золотого моста с руками, но вниз можно спускаться из французского города. Здесь даже есть свой Лувр. И сейчас я пойду смотреть этот Лувр. И вот я подошел к Лувру. Правда, он сделан не пирамидой, а конусом. Но в отличие от французского Лувра, людей здесь немного. Так что можно фотосессии устраивать. Сейчас иду смотреть замок. А людей здесь вообще нет. Просто ноль. Аж немного страшно. Даже охраны нет. Чтоб не было никакого тут привидения. Ну что, друзья, буду покидать уже этот прекраснейший парк. В мой билет еще включает буфет, то есть бесконечное количество еды и пару напитков. Итальянское вино и пиво на выбор. Есть два вида билета. 900 тысяч донгов — это до 3 часов, когда пик популярности, и после 3 часов. Вот тот, что после 3, он стоит 850 тысяч плюс буфет. Поэтому я сейчас еще, пока не стемнело, погуляю, понаслаждаюсь этими французскими улочками и прекрасными живописными видами гор, облепленных густыми лесами. А дальше поем и поеду в Дананг. Я уже в Дананге, поселился в современный отель, стоимость $10. Выбор жилья в Дананге бесконечный. Вот современный отель мне очень понравился. На полу плитка. Все выглядит по-современному, есть даже раковина, тумбочки, картина есть и современная ванная. Есть абсолютно все необходимое: столик, шкафы, кровать, подушки, телевизор. Сейчас нахожусь на одной из самых популярных достопримечательностей возле города Дананг. Называется она Мраморные горы. Судя из названия, понятно, что эти горы состоят из мрамора. Когда-то из них мрамор добывали, и где бы я ни гулял по этой локации, тут везде мрамор. Из него сделаны ступеньки, стены и все остальное. Чем интересна эта локация? Здесь очень много хороших, классных пещер. Мне приятно в них находиться. И разных святынь, пагод, храмов. Добраться сюда от Дананга, приблизительно 10 минут на мотобайке, в зависимости от какой точки вы едете. Вход сюда стоит 40 тысяч донгов. И одно из самых главных преимуществ, то, что на вершину можно подняться на лифту. Стоимость лифта 15 тысяч донгов, но билет покупается только в один конец. Если вы хотите спуститься на лифту, это еще 15 тысяч донгов. Так что не возмущайтесь, если при возвращении у вас потребовали оплату снова. Я нахожусь сейчас в пещере мраморной, и ее конусный зал выполнен приблизительно в такой архитектурной форме, как строят храмы и пагоды. То есть это мраморная, скальная, естественная пагода. Нахожусь на одной из мраморных гор. Называется эта локация, самая ее вершина, врата в рай. Gate to Heaven. Всего гор мраморных около 5 штук, но популярно и пускают только на одну. Из мрамора делали разные статуи Будды, продавали, но потом добычу мрамора прекратили ради сохранения культурной ценности этих гор. Потому что, как я и говорил, тут образовалось очень много пагод, святилищ. И это стало центром духовного исцеления и медитации. Виды на город очень красивые, потому что с одной стороны видно море, а с другой стороны видно реку. Среди множества пещер мраморных гор самая красивая и обязательная к посещению называется Хьенг Хонг Кейв. У нее очень большая высота, и на поверхности пещеры есть отверстия, сквозь которые прорываются лучи солнца. Это создает невероятно мистическую и в то же время спокойную атмосферу, так как пещера является храмом. В целом локация очень огромная, тут действительно есть что посмотреть, поэтому планируйте как минимум полдня.
Одевайте не скользкую обувь, потому что мраморные ступеньки скользкие, можно вывихнуть ногу. Гор в Дананг есть череда сумасшедших, красивых, никем еще не испорченных, природных, чистых пляжей. И да, здесь есть, конечно, парочку отелей, какая-то застройка, но чтобы это был какой-то муравейник или клондайк из людей с ресторанами, барами и всякими бананами, вейком и кайтингом, такого нет. И я заехал сюда посмотреть на 5 минут, что ж там за пляж. Мне так хорошо здесь, так классно, так спокойно, такая медитативная атмосфера, что я не хочу ехать в Дананг. И максимально постараюсь здесь походить по этому пляжу. Итак, я заселился в Дананге на 2 дня. Вот такой шикарный номер. Стоит $19 за 2 дня. Сейчас ночь, днем он будет выглядеть лучше, но потом я уже намусорил, поэтому я хочу снять видео, как он выглядит до того, пока я здесь надебоширил. Вот такая красота. Широченная кровать, просто широченная. Стульчики и стеклянное окно или стеклянная стена на весь периметр. Тут у нас город. Рестораны, бары, кафе, супермаркеты, все, что хочешь. 4-полосная дорога. Лучшего соотношения цена-качество я не встречал. Дананг поражает. Что тут у нас? Вот такая ванная комната. Слава богу, есть окошко. Все красиво, все свежее, новое, все прилично. Итак, друзья, город Дананг. Я нахожусь на самом большом и длинном пляже Дананга под названием Микхе. На самом деле пляжей таких несколько, но это все один пляж. Просто какой-то участок называется другим названием. Но, как по мне, это все одна линия. Вдоль пляжа выстроились небоскребы, высотки, всякие гостиницы, сетевые типа Radisson, Hilton, так и местные вьетнамские бренды. Пляж очень широкий, мне очень нравится. Водичка теплая, водичка прозрачная, но не лазурная, как на Филиппинах или Мальдивах. Но в принципе относительно чистая. Пляж ухоженный, мусора я не вижу, что очень важно для пляжей Вьетнама, потому что с чистотой они не очень дружат и очень много мусорят. В целом по городу Дананг, кроме пляжа и сети отелей, он разделяется на 2 части рекой Хан. Очень красивейшая река, широкая, практически по ширине, как наш Днепр. И по этой реке находится несколько красивейших мостов. Естественно, главный, самый красивый мост – это мост Дракон, потому что в пятницу, субботу, воскресенье он не просто дракон, он еще извергает из своей пасти пламя, а потом разбрасывает воду. И арки моста выполнены как извивающийся дракон, арочным типом. В целом по Данангу мне очень понравилось ходить гулять, потому что кроме основного пляжа набережной, тут еще есть набережная от реки Хан, по 2 стороны от нее. И эта набережная очень красивая для прогулок, много людей гуляют, куча всяких кафешек, баров, ресторанов, клубов, дискотек, караоке, забегаловок, всяких стритфудов. Но в отличие от множества городов Вьетнама, мне Дананг прям очень-очень зашел. Почему? Потому что то ли он как-то поздно стал строиться, то ли история у него небогатая, но у него очень широкие дороги, 3-полосные, 4-полосные, 2-полосные. И за счет этого нету скопления пробок, как в Хошимине, например, из байков. Вы не увидите этих байков, как рой каких-то мух или улей пчел. Все спокойно, ты ездишь по дорогам, никогда пробок нет. Есть светофоры, движение прогнозируемое. И помимо вот этих широких дорог организованы и тротуары, на которые не загораживаются другими автомобилями. То есть ты идешь по тротуару, раз паркинг не можешь обойти, а там есть отдельно паркинги, отдельно тротуары. И за счет этого очень много кафешек и забегаловок оформлены, как в Европе, в форме магазина. То есть не на улице табуреточки стоят и тебе выносят еду, а ты заходишь в помещение,
Все чисто, красиво, и тебе накладывают еду. То есть такой себе европейский город, но при этом в Дананге сохраняются супер низкие цены на жилье. Я снял гостиницу современную всего лишь за $9,5 за ночь. На 9 этаже с видом на город. Мне очень понравилась чистота гостиницы, все новое, обустроенное, фен есть, все, что хочешь для жизни. В Европе за такую цену я бы разве что купил каремат в Декатлоне и лег бы рядом с бомжом на пляже ночевать. Здесь я снял полноценную гостиницу. Точно так же можно снимать на длительную аренду жилье, апартаменты, квартиры, коих очень много, потому что этих зданий настроили очень большое количество. Вот этот райончик, который находится ближе к морю, он вообще европеизирован. Куча есть пабов, баров на европейский мотив. Так что кто соскучился по дому и проживает здесь подолгу, скучать не будет. Я был во многих интересных кофейнях. Они умеют готовить матчу, капучино, латте. Что во Вьетнаме, в принципе, очень большая редкость найти нормальное капучино, латте. Потому что у них есть свой вьетнамец кофе. И они делают только холодным кофе, а капучино горячий, когда ты говоришь, сделайте мне капучино с пенкой, у них такие глаза, что это такое. То же самое и матча. Поэтому Дананг мне очень понравился. Я еще сейчас поеду, посмотрю парк аттракционов Азиатики. Еще прогуляюсь городом, посмотрю. Но из того, что я видел во Вьетнаме, это пока что самый современный, самый классный город. Его население всего лишь там 1 миллион или 1,5. Но это абсолютно не ощущается, потому что, ну вот посмотрите, пляж, все пусто. Но это не пусто, что грустно, а пусто, потому что не нагружено. Помимо хороших цен на жилье, еда тоже в цене бюджетная, как и во всем Вьетнаме. Я вчера ел суп фоба за 40 тысяч. Там кусочки мяса были идеальные, вообще такое мясико. Супер просто. Также тут можно купить и свинину, суши, ну все, что душа тебе только пожелает, на любую твою фантазию. Поэтому вывод такой. Дананг идеальный город как для экспатской жизни на длительный период, так и просто для приехать, посмотреть. Тут есть что вокруг посмотреть. Это хороший старт, чтобы не быть шокированным, скажем так, азиатчиной, а приехать в цивилизованный город и постепенно уже смещаться в другие сумасшедшие города типа Хошимина. Очень часто я видел, люди сравнивают Далат и Нячанг, и Хуан, и Дананг. Это два таких конкурирующих города. Но я бы сказал, я преимущество отдаю Данангу, потому что все-таки город современный и тут можно жить. Нячанг это больше пляжная столица, чисто пляжный отдых, а Дананг это город. Я сейчас нахожусь в археологическом музее искусств цивилизации государства Чампа. Я был в одном из самых больших городов в окрестностях Дананга под названием Мишон и видел развалины древнего города этой древней культуры. Они меня удивили, понравились. Очень большой город, красивая кирпичная кладка, но не хватало именно искусства, не хватало вот этих всех статуй, скульптур, всякой барельефов, мозаики. И вот, когда я пришел в этот музей, это дополнило общую картину, у меня сформировало общую картину, что эта цивилизация Чампа была очень крутая, высокоразвитая, самодостаточная. Потому что в государстве, где не процветает культура и искусство, это государство, скажем так, не достигает высокого расцвета. То есть все эти скульптуры, культура, искусство – это результат высокой развитости цивилизации. И вот благодаря этому музею у меня складывается эта общая картинка. Нахожусь в прекрасном месте возле пагоды в Дананге. Она находится вдалеке от города, можно так выразиться, в горах.
Горы утопают в пышной зелени. Мне здесь очень и очень нравится. Но самое главное, что придя в этот храм, в эту пагоду, вы не просто придете в святое место, вы насладитесь чуть ли не офигеннейшим японским ботаническим садом, потому что у них столько тут интересных декоративных деревьев. Каждое дерево это просто изобразительное искусство. И можно наслаждаться ими бесконечно, а также гулять по парку, вот как я, тут озеро есть. Хорошее место для времяпровождения. Самое интересное, что вся эта красота абсолютно бесплатна. Даже за паркинг байка не пришлось платить. Сейчас нахожусь на колесе обозрения парка аттракционов под названием Азия Парк. Этот парк построила та же компания Sunworld, что и построила Бахилс, там где мост с двумя каменными руками, которые его держат. То, что я непосредственно заезжал в горах. В целом парк мне очень нравится. Колесо нереально высокое. Вот я сейчас смотрю и вижу абсолютно весь Дананг. Его прекраснейшую реку, его прекраснейшие мосты. У него такие красивые мосты. Их штук 5 или 6. Я их практически все объездил. Город мне Дананг очень понравился. И мне приятно завершать его обзор именно наблюдая самую главную его достопримечательность. Это, конечно же, река Хан и мосты. Сейчас на мотобайке еду в сторону первой столицы Вьетнама, императорский город Хуэ. Дорога у меня идет из Дананга, и она проходит через вот такой живописный перевал под названием Хай Ван. Это крутейшее место, просто зрелище для глаз. Я еду, вижу эту дымку, эти все прекрасные зеленые холмы, а также красивейшие пляжи. На этом, друзья, я заканчиваю мой обзор городов Хаан и Дананг. Буду благодарен вам за любые комментарии, особенно если я упустил какие-то интересные локации, чтобы вы меня дополнили и другие туристы также смогли их посетить. Ярких вам путешествий!